Ты когда-нибудь пробовал сесть в тишине и слушать стук своего сердца? Звук, что тише шума машин за окном, который делает вот так. Тик-так, тик-так. Когда ты слушаешь свое сердце хотя бы минут 5, ты вдруг начинаешь понимать, что внутри твоей груди находится не просто орган под названием сердце, а механизм, который как метроном отсчитывает тебе время, отмеренное тебе на земле. И его не так много. Когда ты вдруг начинаешь это осознавать, ты начинаешь задумываться, а на что ты его тратишь? И вся эта шелуха под названием проблемы, переживания, обиды тут же растворяются в тишине этого звука. Тик-так, тик-так. А потом у тебя в голове возникает другой вопрос. А на что ты хочешь потратить эту самую драгоценную валюту своей жизни? Эти маленькие микросекундочки. Хочешь их потратить на какую-нибудь ерунду? На какой-нибудь скандал, на какие-нибудь переживания? Хочешь за 10 миллиардов долларов купить себе пачку сигарет? Самое смешное во всем этом: мы бегаем все время, суетимся, ищем Бога в небе, ищем знаний каких-то там в книгах. Без остановки ищем, где бы нам взять денег. А сердце все это время прямо у тебя в груди делает так. Тик-так, тик-так. Кстати, если ты чувствуешь, что за всей этой гонкой, за всей этой суетой есть что-то большее, оставайся. Жми вон там подписка. Нам все время в этой жизни говорят, что выход из матрицы – это взлом какого-то там кода, секретное рукопожатие, духовность, просветление. А на самом деле никто из нас, и ты в том числе, никакая не ошибка. Ты не винтик в какой-то там системе механизма. Ты – это творение мамы и папы. Ты – это творение природы, Бога, в конце концов, который создал всю эту вселенную. Звезды, траву, запах дождя. Просто из любви. И в тебе, где-то там, в тишине этого тик-так, в промежутках, живет та же самая сила. Квантовый переход – это не когда Земля трещит по швам и встает на бикрень. Это когда ты вдруг осознаешь, ты – это не тело, которое умрет. Ты – это любовь, которая была всегда. Ты когда-нибудь обращал внимание, что самые счастливые моменты твоей жизни – это не когда ты что-то там употребляешь или берешь, а тогда, когда ты что-то и кому-то даришь от всей души, от сердца. Когда кого-то обнимал, помогал, смеялся до слез. И в эти моменты ты не думал. Ты просто чувствовал. Чувствовал внутреннюю радость, счастье. Нам всем дали свободу. И свобода на самом деле это самый страшный дар. Дар, в котором ты сам себе отвечаешь. Что тебе выбрать? Свет или тьму? Кем тебе быть? Ведь на самом деле все взлеты, все падения в жизни, весь жизненный опыт, он не напрасный. И он здесь не просто так. И ты здесь не просто так. Ты можешь сидеть в луже собственных ошибок и даже не знать, что кто-то прямо сейчас смотрит на тебя и
говорит: ты все еще мой сын. Вставай, иди вперед. Главная ловушка осознанности – это думать, что это когда ты сидишь с умным лицом и медитируешь, отслеживаешь там какие-то свои мысли. А осознанность – это когда ты выключаешь этот бесконечный диалог и просто чувствуешь. Чувствуешь своим сердцем. И весь вопрос заключается только в том, что ты чувствуешь и когда. Вот, например, возьми и попробуй делать 3 бескорыстных дела в день. Без ожиданий, без спасибо, тайно. Уступи место кому-то в общественном транспорте. Скажи комплимент абсолютно незнакомому тебе человеку, какой-нибудь уставшейся продавщице в магазине. Мысленно отправь свет, свой внутренний свет тому, на кого ты злишься или обиделся, или кто тебя раздражает. Закрываешь глазки и такой: любовь. Ведь на самом деле сила мысли работает именно так. Не какой-то там аффирмация, визуализации денег, а реальным излучением твоего сердца, добра и любви. Я чего-то в этой жизни боюсь. Я нервничаю, я переживаю, я злюсь, я раздражаюсь. Я слушаю свое сердце. А там в тишине тик-так, тик-так, тик-так. И тогда приходит улыбка. На самом деле путь сердца, он не для слабаков. Только тот, кто познает свою внутреннюю божественную природу, может смотреть в лицо урагану, буре, цунами, смотреть на то, как все рушится в твоей жизни, и улыбаться. Когда душа горит прям огнем, огнем любви ко всему тому, что тебя угружает. Горит. И только в эти мгновения на самом деле к тебе приходит понимание и расширяется твое сознание. Матрица – это мир, где все боятся друг друга и все друг друга используют. А реальность? На самом деле реальность – это где ты сам себе источник, где ты не берешь, где ты отдаешь бескорыстно. От всего сердца, от всей души. Так же, как Бог. Ты ничего не боишься в этой жизни. Ты просто улыбаешься, радуешься и любишь. Ты перестаешь искать Бога где-то там. Ты становишься Его храмом. Делиться счастьем и добром – призвание всех людей. С любовью Бог вселенную создал и всех своих детей. Господь велик, повсюду здесь Его любовь, Его душа, душа поэта. Его любовью и теплом вся жизнь вокруг согрета. С любовью Бог нам всем все дал. С любовью свет и тьму создал, свободу воли, выбор дал, чтоб каждый жизнь свою познал. Есть путь, что состоит из добрых дел и из созидания. И в этом смысл жизни, осознания. Кто безупречно в бескорыстии живет, тот в своем сердце Бога обретет. Путь сердцем – это путь любви. Мы рождены ее истоком. И тот, кто по нему идет, тот
не подверженный порокам. Любить весь мир, людей, семью. Ценнее нет богатства в жизни. Кто в мир любовь свою несет, тот будет счастлив в этой жизни. Есть путь в крови, пороках и слезах, но знай, что это тоже не напрасно. Будь справедливым, долг свой исполняй. В глазах Отца любая жизнь прекрасна. Читайте смысл жизни между строк. Урок неведомый учите. Живите как последний раз. И в сердце Бога сохраните. Когда внутри душа болит, ослеплены вы чувством и желанием, вы просто верьте. Бог нас всех хранит. Его мы дети и Его создание. Непобедимые не плачут, а побежденные пускай поймут. Его любовь, Его объятия в конце пути в раю нас ждут. Путь всех людей – дарить, как Бог, любовь. Весь смысл жизни в созидании. Когда душа в огне любви горит, то расширяется сознание. Всем суждено пройти свой путь. В ком есть любовь, тот не познает краха. Его Господь всегда хранит, и Он живет с улыбкой и без страха. Весь мир мы чувством познаем. Умом на Бога не понять. Кто бескорыстно дарит всем свою любовь, тот сможет Бога осознать. Путь сердцем – это путь любви, путь милосердия, сострадания. Любовь, как воздух и глоток живительной воды. Люби, как Бог, и ты достигнешь в жизни счастья, понимания